У этой матери было предчувствие, которое в конце концов принесло свои плоды. Посмотрите сегодняшнюю историю, чтобы узнать, что она сделала, чтобы помочь своему ребенку выздороветь, когда врачи не смогли найти решение. В 2019 году Стефани Смит, ее муж и их 6-летняя дочь собирались познакомиться с новым членом семьи. У них должен был родиться ребенок, и они были в восторге. Как и все беременные матери, Стефани надеялась, что ее ребенок родится здоровым, и так оно и было. Ему дали имя Серхио, и он родился здоровым. Однако через 3 месяца состояние здоровья этого малыша изменилось. У ребенка появилась легкая сыпь. Поначалу родители не придавали этому значения. Они отвезли ребенка к врачу, и врач посоветовал использовать стероидный крем в низких дозах, поскольку у малыша была диагностирована экзема. По словам врача, крем станет лучшим средством от кожной проблемы. И на короткое время крем помог. Сыпь уменьшилась, но родители и представить себе не могли, что будет дальше. Это было бы началом ужасного кошмара. Стефани не осознавала, что нанесение стероидного крема ее 3-месячному ребенку приведет к тому, что их жизнь выйдет из-под контроля. Через неделю после того, как кожа ребенка очистилась, сыпь появилась снова. И не просто вернулась, а с удвоенной силой. Сыпь распространилась по всему маленькому телу Серхио. Родители подумали, что это экзема, которую поставил врач, поэтому логичным было бы повторно нанести крем. Сыпь исчезала, но появлялась снова. А дальше все пошло ужасно. У Серхио начали выпадать волосы. Он стал больным и вялым. Все его тело стало красным. Он был очень маленьким ребенком, который ничего не мог сказать. Состояние ребенка ухудшалось, поэтому Стефани и ее муж обратились к нескольким врачам, но у всех был один и тот же диагноз. Все говорили, что у Серхио экзема. Некоторые предлагали Стефани прекратить кормить грудью, так как белок грудного молока может ухудшить состояние ребенка. Когда Серхио было 5 месяцев, произошло самое страшное. Малыш снова заболел, но на этот раз им пришлось лечь в больницу. Мальчик чувствовал себя слабым и лишенным сил. Его кожа опять стала красной, и поднялась очень высокая температура. Врачи прописали более высокую дозу стероидов, которые вводили в кожу головы. Малышу пришлось пролежать в больнице 5 дней. Инъекции, казалось, подействовали, и сыпь немного утихла. Серхио начал улыбаться, но через несколько дней упрямая сыпь не только появилась снова, но и на этот раз сделала это еще более агрессивно. Кожа ребенка стала красной, как кровь. Малыш не переставал плакать, а его мать не могла видеть своего сына таким. Серхио очень страдал. Стефани не переставала плакать от боли, которую испытывала. Утешить Серхио было настоящим душевным и физическим испытанием для матери. Представьте, что ваш ребенок плачет, но вы не можете даже обнять его, чтобы подарить ему любовь. Дело в том, что кожа ребенка стала хрупкой. Каждый раз, когда к нему прикасались, на коже появлялись волдыри. Видеть, как ребенку больно, это то, чего не должна испытывать ни одна мать. Серхио заворачивали в хирургическую марлю и накрывали одеялом. Затем они помещали его в ванну, ставили в раковину и позволяли теплой воде стекать по нему каждую ночь. Любой, кто увидел бы эту странную картину, не зная причины, мог бы задаться вопросом, опасно ли это для ребенка. Это был очень нетрадиционный метод, но вода немного помогла успокоить сыпь на его теле. Стефани ни на минуту не отходила от своего драгоценного сына, постоянно проверяя температуру воды. Любая мать, которая увидела бы своего ребенка таким, расплакалась бы. Стефани тоже плакала, потому что чувствовала себя беспомощной, настолько беспомощной, что почти потеряла надежду и сдалась. В какой-то момент состояние Серхио было настолько тяжелым, что мать молила Бога забрать ее жизнь, а не сына. Серхио всегда нужно было заворачивать в марлю. И везде, куда бы они ни ходили, люди считали, что с ним произошел какой-то несчастный случай с огнем. Казалось, у него были ожоги 3-й степени по всему телу. Люди также думали, что Стефани и ее муж
поступили с ним жестоко. Это привело к тому, что семья была заперта дома почти на год. Стефани устала от того, что на нее осуждающе смотрят, и не хотела отвечать на вопросы незнакомцев, которые были слишком назойливыми. Кожа Серхио стала настолько чувствительной, что семья также была изолирована от родственников и друзей. Они не могли рисковать тем, что Серхио заразится какой-либо инфекцией. Им было тяжело, но это было то, что нужно было сделать для их сына. Но когда состояние Серхио ухудшилось, его родители не захотели сдаваться. Стефани и ее муж вышли в интернет и провели собственное исследование. Пара наткнулась на форум по актуальным стероидам. На сайте была информация о побочных эффектах и о том, как состояние кожи может ухудшиться после прекращения их использования. На сайте также было размещено несколько фотографий других детей с такой же красной кожей. Поиск этой информации и этих изображений подтвердил то, что должна была сделать Стефани. Вместо того, чтобы наносить больше крема на тело Серхио, Стефани сделала то, что все время подсказывала ей интуиция. Она перестала им пользоваться, потому что было ясно, что от этого только хуже. Затем она начала экспериментировать со своими собственными гомеопатическими бальзамами. Стефани в прошлом делала свечи и купила книгу на эту тему. Она экспериментировала с маслами и тональными средствами и проверила их на небольшом пятне кожи своего ребенка. Смесь лемонграсса и цинка, нанесенная под марлю, дала наилучшие результаты. Со временем постепенно кожа ребенка начала светлеть. Стефани продолжала усиленно следить за состоянием своего сына до 50 раз в день. Каждый раз она делала снимок, чтобы следить за прогрессом. Она использовала свой собственный гомеопатический бальзам в течение 10 месяцев, и состояние кожи ребенка резко улучшилось. Сыпь становилась все менее заметной, и кожа, наконец, стала мягкой и прозрачной. Стефани прокомментировала: «Мы до сих пор точно не знаем, что вызвало первоначальный контактный. Но, оглядываясь назад, из-за серьезных медицинских аллергий, я думаю, что это могла быть реакция на лекарство. Мне сделали кесарево сечение, а затем дали ибупрофен, и я думаю, что он передался через грудное молоко. В общем, мы посетили 35 врачей. Все говорили, что это экзема. Я хочу показать вам все фотографии, на которых видно, как зажила кожа Серхио. Теперь он такой же, как и любой другой ребенок. Благодаря инстинктам своей матери Серхио теперь здоров и развивается. Наконец-то он может быть счастливым ребенком. И его мать никогда не была так благодарна за то, что видит его таким. Теперь она может целовать и обнимать своего сына каждую секунду, чтобы наверстать упущенное. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы с вами случилось что-то подобное? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.